Добрый день, друзья! Очередной дневной новостной блог за 19 октября на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, и вы не пропустите ни одной значимой новости в России и мире. Сегодня в выпуске много столичных новостей. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал жесткий контроль за соблюдением принятых в столице мер против COVID-19. Он объявил, что с понедельника начнутся проверки выполнения требований по предоставлению данных о переводе сотрудников на дистанционную работу, а еще через несколько дней – фактического соблюдения режима удаленки. Говоря о соблюдении масочного режима в общественном транспорте, Собянин подчеркнул, что послаблений не планируется. Также сегодня на личном сайте мэра Москвы говорится о неприемлемости и невозможности введения крайних мер. К ним столичный градоначальник отнес следующие меры. Это введение комендантского часа, запрещение передвижения по городу, а также запрет на выезд и въезд. Как добавил Сергей Собянин, оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Также Сергей Собянин анонсировал в Москве в декабре и январе массовую вакцинацию от коронавируса в связи с получением в ноябре крупной партии вакцины от коронавируса. При этом мэр столицы добавил об окончательной победе над пандемией после массовой вакцинации. Громкое заявление прозвучало сегодня от первого заместителя руководителя аппарата мэра Алексея Немирюка в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому. Со слов чиновника, если эффективность введения системы регистрации для входа в московские ночные клубы и бары покажет свою эффективность, то аналогичные меры могут применить в салонах красоты, ресторанах и непродовольственных магазинах. По словам Алексея Немирюка, столичные власти приступили к переговорам с представителями бизнес-сообщества о данной возможности, которая, по его мнению, является некой альтернативой полному закрытию. Благодаря идентификации люди смогут определить, угрожает их жизни что-то или нет, и быстрее начать лечение, если вдруг они тоже заразились, отметил он. Напоминаю, что с сегодняшнего дня, а именно с 19 октября, доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС. Жители Калмыкии, Тывы и Курганской области стали лидерами по части закредитованности. Это следует из свежего рейтинга регионов по уровню долговой нагрузки среди населения. Регионы с минимальной закредитованностью – первое место за Ингушетией. Далее в порядке убывания расположились Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. Москва по этому показателю занимает 7-ю строчку, показатель равен 30%. Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский высказал свою позицию по вопросу возобновления турпоездок россиян за рубеж в туристических целях. Со слов политика, этот шаг был преждевременным, спровоцировавшим новую волну заражений как в Москве, так и в других регионах России. Более того, Владимир Вольфович даже ратует за наказание лиц, ответственных за это решение. Он добавил, что в будущем можно будет возобновлять поездки лишь в те страны, где эпидемия остановлена. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился перевести все школы региона на дистанционную форму обучения из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на официальном портале региона. В связи с вступлением в силу поправок в Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств у автовладельцев в России с 19 октября появилась возможность приобретения полиса ОСАГО с помощью маркетплейсов или финансовых платформ. Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать комиссию. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук Михаил Пальцев рассказал в интервью парламентской газете, что повторное заражение коронавирусом обычно протекает тяжелее первого, и при этом вместо поражения легких у пациентов развиваются гепатиты, миокардиты и острые гастроэнтериты. Он отметил, что мировая статистика знает только о 23 случаях повторного заражения COVID-19. Статистика по коронавирусу в России будет опубликована в следующем новостном блоке.
Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.